Привет, друзья! Сегодняшнее видео, я думаю, будет больше интересно начинающим видеоблогерам, тем, кто имеет дома камеру, дома есть уже какой-то свет, какие-то свои наработки, но еще сомневается в выборе качественного звука. В частности, речь сегодня пойдет о петличках. Что такое петличка, вы знаете, это микрофон, который очень удобно использовать, например, при съемках либо репортажей, либо когда вы стоите на каком-то расстоянии от камеры и нужно снять как более-менее качественный свой голос. В первую очередь свой. Петличка одевается на воротник и, собственно, передает, вы его подключаете к камере. Это может быть не обязательно какая-то супер-пупер камера, это может быть просто смартфон, это может быть планшет, это может быть диктофон, все что угодно. Дело не в этом. Вопрос просто о качестве качестве этих петличек, этих микрофонов, которые мы используем буквально в повседневной жизни для записи видеосюжетов. Где-то год назад я рассказывал свой опыт о применении вот такой вот радиосистемы. Это фирмы Boya, модель VM6. В принципе, за год практически это идеальный вариант. Он, я бы сказал, из таких бюджетных моделей недорогой, удобный. Тут всего в каждом, значит, есть питается от батарейки, от двух батареечек. Я их заменил сейчас на аккумуляторы, и фактически этот комплект всегда со мной. Очень удобно, он передает на расстоянии где-то метров 20-30. То есть достаточно удобный в пользовании и хорошее качество передачи звука на расстоянии. Вопрос у меня вот в чем возник. В комплекте с ним шел вот такой вот, такая вот петличка. Микрофон такой вот, который со временем, почему-то поломался. Я не знаю почему, возможно, причем поломался не сам разъем где-то, а поломался вот такой вот сам микрофон, где-то видно капсуль, но не с проводами. То есть я его пытался разобрать, но там практически нереально. Оно запаяно достаточно прочно, и починить можно только если разломав это все дело. Поэтому встал вопрос, чем заменить вот такой вот микрофон, и заодно чем заменить на качественный. То есть тут вопрос главное еще качество, чтобы качество звука при этом не пострадало. То есть я когда выбирал эту микрофонную систему, пробовал несколько разных петличек, и качество, естественно, было более-менее. Но вот этот микрофон, который шел в комплекте с системой Boya, я уже тогда оценил и почувствовал, что это в принципе самый лучший вариант по, так скажем, динамическому диапазону. Если каждый микрофон, если вы знаете, имеет пропускную способность, частоты, например, от 20 до 20 тысяч Гц, да, но это еще не, так скажем, не самая важная деталь. И самый важный параметр при выборе. Достаточно важным параметром есть динамический диапазон. Насколько ваш микрофон передает эту всю динамику голоса. То есть частоты он может передавать и 20 Гц, и либо 20 тысяч. То есть, но полоса пропускания, вот этот динамический диапазон, он может быть достаточно разный. Он может быть узкий, тогда вы услышите только какое-то свое шипение или свои высокие частоты, либо наоборот басистым голосом он может все это записать. Но так, чтобы вместе, это достаточно сложно. Это уже от этого зависит, это зависит от качества самого микрофона. Поэтому, естественно, когда у меня поломался вот этот микрофончик, я был немножко разочарован и пытался найти, что может быть лучше. Пытался найти, чем можно заменить какой петличкой. И вот ради эксперимента я вам сейчас покажу, как отличаются несколько микрофонов петличек. Я выбирал именно из бюджетных вариантов. Мы не рассматриваем дорогие варианты, потому что есть петлички и за
там и за 1000 гривен, есть за 200 гривен, есть за 100 гривен, есть за 5000 гривен, да, такие тоже есть петлички, простенький вот такой микрофончик, но стоит 5000 гривен, к примеру. Вот, поэтому я, значит, что сделал? Я вот сейчас, поскольку у меня мой сломался родной от этой системы, я решил выбрать, взять несколько на пробу и сравнить их между собой, как они будут по качеству звука. И это качество звука я предлагаю оценить вместе с вами. То есть мы сейчас посмотрим, запишем, вот есть у меня 3 петлички. Значит, это у меня та петличка, которая, так скажем, я ее купил вместо сломанного микрофона от Boya. И вот я взял, что сделал? Дело в том, что тут в этой системе, вот что важно, я думаю, вам тоже стоит обратить внимание, если вы будете пользоваться вот такими вот переносными радиосистемами, то, что проблема заключается в том, что когда вы одеваете на себя, например, где-то сзади на пояс эту передающую систему для петлички, то возможно то, что вот этот вот, видите, тут вставляется микрофон в эти гнезда. Вот. И если обычный штекер, вот как там бывает в этих... Если обычный штекер, который мы обычно знаем, да, как в телефон вставляется для наушников, вставить сюда, то он может просто при малейшем движении просто вытащиться. Поэтому, когда встал вопрос замены микрофона для вот такой вот системы, эта система позволяет стандартный микрофон, видите, вот он имеет вот такую не просто разъем, не просто штекер, который вставляется в систему, а еще и штекер вот с такой гаечкой, которая удобно вот сюда вставляется и закручивается. То есть при этом вы не сможете случайно, как-то он не выпадет и запись звука не прервется. То есть вы представите себе, когда вы просто без этой штучки, без гаечки вставили, ну обычный штекер вставили сюда, и что-то пишете, и после того, как вы уже отсняли, пришли домой, посмотрели на материал, оказалось, что он совершенно без звука, потому что чуть-чуть, но этот штекер может выскочить у вас. Поэтому, когда у меня поломался, возвращаясь к тому, когда поломался у меня микрофон, хотелось найти обычный, ну как бы правильный, качественный микрофон, но именно вот с такой гаечкой. Мне этого сделать не удалось, я вам честно скажу, потому что продаются эти микрофонные системы, но без вот этих гаечек. Вот. Ни на штекере нету гаечек, а родные трудно было найти тогда. Поэтому что я сделал? Я взял от старого микрофона вот такой разъемчик, именно с гаечкой, да, микрофон тут выкинул и купил достаточно недорогой микрофон, где-то стоил порядка 200 гривен всего, припаял этот разъем. И как бы был доволен в том плане, что меня все устраивал, вроде и звук чистый, и передает хорошо, динамический диапазон, мне казалось на то время, что он достаточно был хороший. Но оказалось все не так. Я вам покажу пример. То есть давайте сегодня посмотрим, подключим звук и сравним 3 микрофона. Вот я беру, например, этот микрофон, который я купил за где-то 200 гривен с перепаянным штекером для системы. Так, это номер 1. Второй вариант — это вот такая вот, вот такой китайский микрофон. В таком идет блистере. Он стоит порядка на гривну, где-то гривен 80. Ну, очень дешевый. Пожалуй, из самых дешевых. Но, тем не менее, как говорят, тут эксперт CR-фон, в общем, тра-ля-ля. Ясное дело, что никакими тут экспертами не пахнет. Частота от 30 до 15 килогерц. Ну,
Я опять-таки повторюсь, что дело даже не совсем в частоте. Вы это услышите. И, наконец-то, я нашел правильный микрофон от системы Boya, именно родной, тот, что шел в комплекте. Вот он такой родной, тоже с таким вот, видите, штекером. Тоже с таким вот штекером, с гаечкой. Вот. И это родной Boya 6. От Boya 6. Давайте сравним качество звука, как звучат вот эти все три. Еще раз повторюсь. Это самый дешевый за 80 гривен. Это за где-то гривен 200, да, который продается у нас в магазинах. Я не покупал это все в Китае, я не вижу смысла. Цены практически такие же, даже можно сказать, что у нас дешевле, чем покупать на Алиэкспрессе. И оригинальный микрофон Boya. Давайте вот сейчас я возьму планшет в качестве записывающего устройства, подключим по очереди каждый из этих микрофонов и сравним качество. Так, 3 микрофона готовы. Значит, писать звук я буду для оценки и потом, чтобы показать это видео в своем любимом приложении, которое называется LimaFusion. Кстати, это очень удобное такое приложение, которое я постоянно использую для записи видеороликов и монтажа, которое позволяет также как писать звук тоже с внешних источников. Значит, на планшете, на iPad достаточно это делать удобно. Значит, есть единственное, что нужно обязательно, вот что я хочу сказать, обязательно нужно иметь вот такой, если вы хотите писать звук на планшет или на смартфон, то обязательно иметь вот такой переходничок. То есть он позволяет подключиться вот трехпиновый этот коннектор, подключить от микрофона, подключить к планшету, либо к смартфону. Так, что мы делаем? Сейчас я немножко распутаю. Вначале пробуем, значит, мы вставляем сюда этот коннектор, переходник. И попробуем писать. Сейчас подключаю самую первую петличку, которая, как я говорил, она не самая дешевая. Вот, она порядка 200 гривен, которые я постоянно, последние мои видео, если вы видели на канале, вот именно на нее были записаны. Давайте попробуем что-нибудь записать. Вот примерно в таком положении. Пробуем записать. Запись производится с петличкой, которую я пользовался при записи последних видео, которая стоит порядка 200 гривен. И сейчас она вот у меня с перепаянным переходником под микрофонную систему Boya VM6. Давайте оценим, сравним качество звука с другими петличками. Так, записали. Теперь мы берем самую дешевую. Можно, в принципе, не разматывать. Тут наводок сильных не будет. То есть примерно вот так. На том же расстоянии, с той же интонацией мы запишем голос этой петлички. Так. А теперь запись идет на другую петличку. Петличка, которая самая дешевая, стоит порядка 80 гривен. Вот. Внешне она ничем не отличается от остальных. То есть все точно так же, тот же принцип. Все практически на вид визуально одинаково. Вот мы ее теперь сравним качество звука, вот именно этот динамический диапазон, сравним с остальными двумя петличками. Давайте теперь послушаем, как звучит третья.
Так, это мы записали. И теперь подключаем, собственно, Boya. Подключаем Boya, и вы услышите разницу. Вы услышите разницу, в чем отличие действительно фирменной, ну, тоже Boya, вы сами понимаете, это не эталон, но просто давайте вот с вами сравним качество, и вы послушаете, и в комментариях потом напишите, что вы думаете по разнице в записи, качестве. А теперь запись идет через петличку Boya от радиомикрофонного комплекта Boya VM6 на петличку, родную петличку, которая идет с ними в комплекте. И здесь вы можете сейчас прослушать, услышать разницу в динамическом диапазоне, насколько эта петличка, этот микрофон раскрывает все качество звука и качество все качество вот вашего голоса, как это слышится, и примерно вот так. Так, все. Давайте теперь послушаем и посмотрим разницу. И вы примите решение, какая из петличек вам больше понравилась по качеству голоса. Запись производится с петличкой, которую я пользовался при записи последних видео, которая стоит порядка 200 гривен. И сейчас она вот у меня с перепаянным переходником под микрофонную систему Boya VM6. Давайте оценим, сравним качество звука с другими петличками. А теперь запись идет на другую петличку. Петличка, которая самая дешевая, стоит порядка 80 гривен. Вот. Внешне она ничем не отличается от остальных. То есть все точно так же, тот же принцип. Все практически на вид визуально одинаково. Вот мы ее теперь сравним, качество звука, вот именно этот динамический диапазон, сравним с остальными двумя петличками. Давайте теперь послушаем, как звучит третья. А теперь запись идет через петличку Boya от радиомикрофонного комплекта Boya VM6 на петличку, родную петличку, которая идет с ними в комплекте. И здесь вы можете сейчас прослушать, услышать разницу в динамическом диапазоне, насколько эта петличка, этот микрофон раскрывает все качество звука и все качество вот вашего голоса, как это слышится, и примерно вот так. Ну, то есть вы поняли, да, что платить дважды не нужно, или трижды. Вот. Лучше выбирать действительно проверенное качество. Я не претендую на то, что я не продавец компании Boya, просто как бы для себя вот сделал такой вывод, что качество Boya вы услышали, да, что оно достаточно такой, звук получается глубокий, и басы есть, и вот этот вот все естественные вот такие звуки, которые наполнение, так скажем, жизни вот в этом звуке, вот оно все присутствует. Вот в отличие от хриповатых, там каких-то тихих или еще, ну в общем, фуфло. Вот эти все дешевые, это фуфло. Да, опять-таки, Boya не идеал, но, по крайней мере, вот сейчас, кстати, этот ролик пишется на Boya пушку. То есть вы тоже видели, наверное, мой обзор предыдущий. Boya пушка. Я думаю, что тоже качество звука достаточно неплохое. Вот. И вот, собственно, слава богу, что я нашел такой запасной микрофон. Естественно, теперь буду использовать только его. Потому что все вот эти дешевые, это фактически только в мусорник.
Все, спасибо за внимание. Я думаю, вы сделали правильный вывод, и это видео вам поможет, если вы вот стоите перед выбором, какой микрофон и какой звук использовать при записи своих влогов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До следующего видео. Пока.